Впервые в мире 16 борцов со всей Украины сойдутся в бескомпромиссных поединках по бразильскому джиу-джитсу в ГИ и ноу-ГИ в рамках реалити-шоу «Львы ТМС». Миссия – досрочная победа в каждой схватке. Цель – стать чемпионом проекта. Их наставниками станут черные пояса по бразильскому джиу-джитсу Евгений Скирда и Виктор Горбовский. Это «Львы ТМС», и мы начинаем. В предыдущем выпуске «Львы ТМС» Сергей Красовский в захватывающей бескомпромиссной борьбе одолел Сергея Кинеля, а в другой схватке Роман Непота подтвердил свое реноме одного из фаворитов турнира, победив Богдана Мирошниченко. В этом выпуске «Львы ТМС» самый титулованный джитсер Украины Ярослав Блажко померится силами с самым возрастным участником турнира Петром Татевасяном, а одноклубники Сергей Федоров и Константин Шутков выяснят, чья мотивация победить окажется сильнее. «Львы ТМС» – украинский прайд. Сегодня Виктор Черненко получил свой долгожданный синий пояс. Я его знаю очень давно, и парень начинал с ударных видов, кикбоксинга. Долго шел он к этому пути. Я думаю, что это заслуженный его пояс. Шел к этому он уже долго, и его навыки и уровень уже давно позволяют быть синим поясом. Сегодня получил синий пояс. Было большой неожиданностью. Вручил его мне Горбовский Витя, который, в принципе, привнес джиу-джитсу в наш город и в наш клуб Фест. Было очень приятно, все очень круто. Я доволен. Меня зовут Ярослав Блажко, я приехал из города Крапивницкого, мне 26 лет, занимаюсь бразильским джиу-джитсу, также развиваем наш клуб, тренируем детей, у нас спортивный клуб «Борец», у нас тренируется около 600 детей. В 19 лет я пришел на бразильское джиу-джитсу к тренеру Евгению Скирде. И очень затянул меня этот вид спорта, очень понравился подход тренера. Теперь это часть моей жизни, большая часть моей жизни, то есть я погружен только в этом и вижу себя в дальнейшем только в этом виде спорта. Блажко Ярослав с города Крапивницкий, представляет СК «Борец». Он является одним из самых титулованных на проекте. Ярик единственный в Украине призер чемпионата мира IBJJF по бразильскому джиу-джитсу, единственный в Украине призер чемпионата мира по версии AGP, арабская версия. Он не агрессивный спортсмен, то есть он очень добрый сам по себе парень. Это у него иногда и на турнирах Федерации IBJJF, где есть баллы, где есть определенное большее количество правил.
иногда предоставляет ему трудности, потому что ему вот не хватает такой спортивной злости. Потому что в борьбе ты должен быть за пределами ковра абсолютно на 100% добрым и спокойным, но когда ты выходишь на схватку, это поединок, это всегда противостояние, и твой соперник хочет сделать тебе больно, потому что таковы правила, он должен заставить тебя сдаться. И здесь ты должен быть агрессивным. Узнал я от МС еще осенью, когда, кажется, они проводили первый турнир в Украине такого уровня, очень масштабно, такое было красивое шоу, когда приезжали команды из Соединенных Штатов Америки, Израиля, не помню, Литвы, кажется, и Украины было 4 команды, то есть они между собой проборолись, очень это было динамично, красиво. О сопернике знаю немного, но при этом я хорошо его знаю. Он часто к нам приезжал на нашу базу на сборы. Большое уважение к нему, потому что он самый, наверное, возрастной из нас тут всех, но при этом хочет развиваться. Большое ему спасибо за то, что он приехал, и большая честь, то, что я буду сегодня выступать против него. Меня зовут Петр Тативасян, я из города Запорожье, мне 44 года, занимаюсь бразильским джиу-джитсу уже 6 лет. Как бы хотел попробовать, возможно ли в таком возрасте заниматься борьбой, потому что в молодости я был связан с борьбой, до 18 лет занимался дзюдо. Оказалось, что бразильское джиу-джитсу доступно всем возрастам, любой может прийти в этот спорт, в эту борьбу, даже не имея за плечами каких-то навыков единоборств, вообще занятий профессиональным спортом. Петр Тативасян – это уникальный спортсмен в нашем проекте. Уникальность его составляет в том, что ему 44 года. Он является мастером спорта по дзюдо. Очень характерный, очень крепкий парень. Показывает то, что в любом возрасте вы можете бороться, вы можете, да, конечно, он где-то уступает молодым ребятам в плане функциональной подготовки, именно дыхания, да, может быть, он физически их может превосходить, но, тем не менее, он показал, что возраст не имеет такого значения, можно выходить, сражаться и показывать достойную борьбу. Мой соперник на этом турнире – это Ярослав Блажко. На данный момент это самый лучший титулованный борец бразильского джиу-джитсу в нашей стране, в Украине. Отношусь к этому очень серьезно, но опять же, отношусь к этому так, как в пословице: хочешь быть лучшим, борись с лучшими. Меня зовут Шутко Константин, мне 18 лет, я из города Николаев. И уже как 7 месяцев я живу в городе Крапивницком и занимаюсь бразильским джиу-джитсу. Вся моя жизнь – это спорт. Я с 7 лет в спорте, я начал заниматься карате, я получил то, что я хотел, там я получил свой черный пояс и решил развиваться дальше. И так уже пошел на ММА, пошел на джиу-джитсу. И вот так моя жизнь идет в ногу со спортом. Я привык, это мой стиль жизни. Я принимаю то, что я хочу быть чемпионом, и я чемпион 24/7, постоянно, всегда. Во всем, что я делаю, я чемпион. В каждой схватке я должен выходить чемпионом. И эта мысль, она тебя мотивирует каждый день. Когда ты выходишь на схватку, ты еще раз повторяешь себе то, кто ты на самом деле. То, что ты чемпион, и ты выходишь становиться чемпионом. Турнир очень классный. Мне очень нравится здесь находиться. Мне нравится то, что здесь происходит. Мне нравится организация. Мне нравится, как организаторы подошли, как профессионально они к этому всему подошли. Очень ответственно. Тут организаторы подвели все до идеала, сделали красивую картинку, хорошую организацию, дали спортсменам все, что им нужно для того, чтобы они вот сейчас входили и показывали свой настоящий класс. Константин Шутко является спортсменом с города Крапивницкого. Я был удивлен, когда, пересекаясь с ним на сборах, какая у него техническая база, физическая база, как он настроен. Он один из тех спортсменов, которые после тренировки идет и досматривает какие-то видео, досматривает какие-то новые штучки, которые он будет использовать в борьбе. На этом проекте я вижу в нем очень хорошие данные, чтобы дойти до фінала. Всім привіт, мене звати Сергій Федоров, я з Кропивницького.
займаюся джиу-джитсу. Після того, як я вступив до вишу, я познайомився з Ярославом Блажко, який саме провів мене в цей спорт. І я все-таки прийшов на тренування і почав займатися. Потім я вже приймав участь в найбільших стартах, це в Лісабоні, і це, напевно, найбільший чемпіонат на нашому континенті. Це чемпіонат Європи IBJJF Кімоно. Перший раз я програв в другій сутичці, в другий раз, ось в цьому році, в 20-му, мені вдалося дойти до четвертьфіналу, але в півфінал не вийшов, програв. Ще також виступав на чемпіонаті Європи IBJJF No-Gi, версія без кімоно. Там вдалося взяти срібну медаль. Федоров Сергей на этом проекте является тоже одним из претендентов на победу. Я видел его бои на чемпионате Европы. Я видел, как он проходил первый этап, второй, третий, и на четвертом он вылетел за третье призовое место. Он пролетел, но у него были все шансы взять призовое место на чемпионате Европы. И когда ребята увидели тот настрой, который он проявляет, тот характер, я честно увидел в Сереге то, чего никогда не видел. На этом проекте я думаю, что у него есть все шансы проявить себя как спортсмена, если, конечно, он переборет свой психологический момент в голове, потому что реально у него есть и технический запас, физический. Талантливый тренер Евгений Скирда дал ему очень хорошую базу, поэтому, в принципе, у него сейчас есть все шансы показать хорошую борьбу на нашем турнире. Всем привет, это Янис, и сегодня я буду вашим комментатором. Наливайте чай, ну а я пока напомню, что свои схватки 1/8 финала выиграли Сергей Красовский и Илья Хасюк из первой группы, Виктор Черненко и Роман Непота из группы номер 2. Ну а мы пока врываемся в третий этап 1/8 финала. Погнали! В очередном этапе нашего турнира сойдутся Петр Татевасян из города Запорожье, Ярослав Блажко, город Крапивницкий. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Янис. Самый титулованный джитсер Украины Ярослав Блажко, 26 лет от роду, коричневый пояс, против самого возрастного участника сегодняшнего турнира Петра Татевасяна, которому 44 года. Ох да, иногда турнирная сетка бывает жестока до циничности. Схватка начинается. Какова будет тактика обоих борцов? Ать поймал, кто кого поймал, еще говорит Блажко, и пулит гард. Ну что ж, Ярослав Блажко у нас будет работать снизу, Петр Татевасян сверху. Какова будет тактика Блажко? Явно ведь в этом поединке он фаворит. Может быть, сейчас будет заправлять гильотину? Да, именно это и происходит. Насколько там плотный захват, мне непонятно, но кажется, что Петр Татевасян спасается от гильотины достаточно легко. Лезет туда еще раз Ярослав Блажко, но Татевасян уже научен опытом и не будет давать этого сделать. Домкратит сейчас наверх Ярослав своего оппонента. Что будет делать, какую технику использовать? Что-то очень похожее на X-Guard, да. Берет X-Guard Ярослав Блажко и, видимо, сейчас будет свиповать, то есть переворачивать своего оппонента, может быть, атаковать ноги. Нет, я думаю, что это будет свип. Да, Блажко сейчас укладывает аккуратненько на спину своего возрастного соперника. И теперь он будет проходить гард. Но Петр Татевасян терпит, скажем так, позиционный крах. Блажко его раскатывает и сейчас будет либо проходить в сайд, либо, может быть, даже забирать спину. Да, вот Татевасян спасается, пытается спастись в черепахе, а Ярослав Блажко уже заправил один крюк, пытается засунуть второй. Петр не дает этого сделать, но не дает этого сделать он достаточно недолго. Итак, Ярослав Блажко на спине. Будет, конечно, искать реарный кичок с этой ситуации. Ну и стиль рюкзака никакому грэплеру не чужд. Сейчас пытается скинуть с себя Татевасян оппонента. Хватает его за голову и, смотрите, плотный захват на голове. Сейчас вжимает буквально в пол Татевасян своего оппонента. То ли хочет оформить фаталити, то ли скинуть. Но скинуть не получается. Блажко имеет бэкмаунт и имеет все шансы победить в этой схватке досрочно. Видно, что с бэкмаунта человек работать умеет. И смотрим на Татевасяна, как ему удастся выкрутиться и удастся ли из этой опасной ситуации. Вот сейчас берет руку Блажко. Нет, атаки руки у нас не будет. Татевасян работает достаточно уверенно, хотя, конечно же, ситуация для него крайне невыгодная и неприятная. Опять захват руки есть у Ярослава Блажко. Будет ли атаковать эту руку?
Отсюда очень легко можно выйти на рычаг. Ну как легко? Если соперник, конечно, тебе позволяет. Петр Тативасян пока что не позволяет. Блажко тянет Кимуру. Будет ли Кимура? Но Тативасян хорошо защищается, понимает все, что происходит, конечно же, заправляет руку себе под корпус. Кимура, скорее всего, не будет. Все-таки позиция у Блажко сохраняется. Правда, Тативасян сдаваться не собирается. Явно пришел сюда бороться до конца. Атаки на шею у Блажко особо не получились. Атаки на руку тоже. Что интересно будет сейчас? Продолжает пытаться просунуть руку на rear naked choke Ярослав Блажко. У него это не особо получается. Хорошо защищается Тативасян. Ну что, ситуация не то чтобы выглядит патовой. Блажко атакует хорошо и сейчас заставляет тратить очень много сил на оборону Тативасяна. Выглядит опасно, но Петр пока явно таки держится. Вообще нужно сказать, что Петр Тативасян — это мастер спорта по дзюдо, член юниорской сборной СССР по дзюдо. Вот сейчас раскатывает очень сильно Блажко своего оппонента. Крайне неудобная позиция для защиты у нижнего в такой ситуации. Но хорошо прихватил руки. И в принципе, да, опасности там особо нет. И сейчас даже сбрасывает один из крюков Тативасян. Он может покинуть бэкмаунт. Он может просто отсюда свалить. Да! Тативасян выходит из бэкмаунта. Теперь он оказывается сверху. Великолепно, конечно же. Достойно аплодисментов это действие. Теперь Блажко будет работать снизу. Я думаю, что он будет сразу атаковать. Да, он не будет давать проходить себя. Сейчас он атакует ногу, подкручивает туда свои бедра. Будет блокировать, видимо, левую ногу Тативасяна. Берет опять X-гард, переворачивает из X-гарда и выходит на ахилл прямо из X-гарда. Хорошая позиция, хорошо растягивает сдача. Петр Тативасян сдается. Это происходит через 4 минуты после начала схватки. Что ж, отличная, достаточно уверенная до определенного момента защита от Петра Тативасяна. Но, конечно, все-таки имеет место некоторая разница в уровне. В победу одержал Ярослав Блажко. Ну и схваточку в ГИ, конечно же, мы все ждем. Очень интересная схватка. Получил огромное удовольствие. Очень большой опыт, который буду передавать своим ученикам. Потому что встретиться с таким соперником, ну, может быть, это один раз в жизни у меня так получится. Ярослав Блажко очень серьезный боец. Так что схваткой доволен, хоть и проиграл. Но самое главное – это участие, не отказываться от борьбы, показывать характер. Даже если навыков не хватает твоих, можно бороться на характере и не сдаваться. Очень сильный соперник, хорошо защищался. Я сначала попробовал задушить со спины, забрал спину, попробовал задушить со спины, но он хорошо защищался, поэтому я немного поменял тактику и постарался работать на ноги. Зашел на ногу, получилось выйти в хорошее положение и сделать болевой на ногу. Да, конечно, готов работать в кимоно. Первый шаг сделал, нужно шагать дальше. Итак, друзья, в следующем поединке в формате ноги встретится Сергей Федоров из города Крапивницкий. А также Константин Шутко, город Крапивницкий. Далее Сергей Федоров и Константин Шутко. Это одноклубники. А когда мы видим схватку одноклубников, что мы ожидаем? Правильно, договорняк. Ладно, шучу. Погнали. Начали. Федоров против Шутко. Что нам подарит этот матч? Вау, сразу же дарит прекрасное техническое действие, обоюдное падение на жопу. Ну, буквально-таки классика джиу-джитсу. Федоров будет работать сверху, видимо. Он, кстати, у нас тяжелее оппонента. О, переключается кадр, операторы дали нам новый план, и уже Федоров находится снизу, атакует, ногу на рычаг колена. Сейчас, может быть, будет сдача и победа так быстро. Нет, кажется, Константин выкручивается из этой ситуации, но она была опасная. Нога прям была прямая, замок, на мой взгляд, достаточно плотный. Ну ладно, окей, сейчас у нас сверху уже Шутко, он взял full mount после всех этих ножных разборок и, возможно, будет атаковать отсюда. Пытается отделить руку оппонента от корпуса, но отделяет от края ковра судья наших спортсменов и переносит в центр, собственно говоря, ковра. Разница в возрасте тоже имеет место быть. Константину Шутко, который сейчас работает сверху из маунта, 19 лет. Сергею Федорову 26 лет. Шутко все так же пытается отделить руки оппонента от его корпуса. Сделать это ему Федоров не дает. Переходит в 50-50. И, видимо, сейчас у нас отсюда и продолжится поединок. Что мы можем увидеть из 50-50 гарда, который сейчас наблюдаем, который, правда, уже распался. Но увидеть мы можем атаки на ноги отсюда. Но Федоров уже сверху и, возможно, будет проходить. Но нет, подъезжает под него
Константин Шутко и пытается как раз-таки атаковать ноги. Что ж, разборка на ногах — это интересно. Подкручивается сейчас на рычаг колена Константин Шутко. Это опасно, неплохо, но, кажется, Федоров уверенно защищается вполне себе. Ему нужно, да, оттягивать сейчас свой таз и не давать, конечно, выпрямлять ногу. Сейчас достаточно плохая позиция у Константина Шутко. Он снизу, атаку на колено он свою оставил уже где-то в прошлом, и теперь атаковать будет Федоров. Как-то очень неуверенно он зашел на это скручивание стопы. Шутко оказывается сверху, и я думаю, что сейчас и прием будет искать уже он. Пытается поймать стопу своего оппонента, крутится. Есть захват, но, правда, не с той стороны на ноге. Давить в голень совершенно бесполезно. Снова у нас 50-50 гард. Снизу уже Сергей Федоров. Может быть, сейчас будет проходить гард Шутко? Нет, может быть, не увидим мы эти разборки с ногами. Нет, мы видим все-таки разборки с ногами. Падает, но нет опасной позиции. Там колено не законтролировано, и, скорее всего, отсюда ничего у нас не будет. Опять в углу спортсмены, я думаю, надо их оттуда доставать, ибо темно, нам ничего не видно. Да, судья подходит, останавливает схватку, спортсмены будут перенесены в центр ковра. Ну что ж, я думаю, что вот это кручение взаимное и попытки оторвать друг другу ноги мы увидим и в дальнейшем в этом поединке, потому что, как правило, если уж начались леглоки, то леглоками и заканчивается поединок. Чуть-чуть сюда, больше. Снова 50-50 гард. Пока что активнее выглядит Константин Шутко. И опять сейчас он будет атаковать ногу, возможно, будет пытаться делать ахилл или как-то подкрутиться на рычаг колена. Пока не особенно понятно, но подкручивается, беремболит своего оппонента немножечко Константин Шутко и опять пытается заблокировать ногу. В свою очередь, примерно тем же самым занимается Сергей Федоров. Он охотится за ногами, пытается сейчас зайти вот на скручивание стопы. Выдергивает свою ногу Константин Шутко. Пока нет какой-то особо опасной позиции ни у одного из спортсменов, просто идет обоюдная охота за ногами. Сейчас неплохо, кстати, на скручивание стопы идет Федоров, но прокручивается уверенно Шутко, там не было блокирования корпуса и, собственно, ногу свою Шутко спас. Достаточно динамично, я не успеваю лирически отступить от нашего поединка. Вот. И сейчас может быть плотный замок, кстати, на бедре у Сергея Федорова. И да, вот смотрите, есть хороший захват сейчас у Шутко, прокручивается до края ковра, выходит за край и перенесена будет схватка в центр, но захват сейчас у Шутко один из лучших за все то время, пока парни боролись друг с другом на ногах. Достаточно забавно и мило перетаскивают спортсменов в центр ковра. Погнали дальше. Смотрите, нога заблокирована, захват под ахилловым сухожилием тоже есть. Сейчас неплохо растягивает Шутко. Ахилл сейчас может пойти. Что будет? Да, сдача. Пошел ахилл. Шутко побеждает в этом матче с помощью ущемления ахиллового сухожилия. Прекрасно. Что ж, заруба на ногах. Классный, быстрый и техничный прием. Клево. Припустився помилки. І все, на цьому все закінчилось. Все почалось стандартно. Почав боротися знизу, потім переходив вгору, вниз. Якби стандартна сутичка, як на мене. Але в кінці припустився помилки, віддав больовий на ногу. Все, кінець. В сутичці в кімоно, тобто наступні, в принципі, нічого змінювати не буду, буду боротися як вмію. Буду намагатись не пропускатись помилок і думаю, все буде добре. Все развивалось по сценарию, обычно. Все начинается в джиу-джитсу с чего? Либо люди садятся обоюдно в гард, как вы это только что видели, либо кто-то работает сверху, кто-то снизу. Мы с Сережей сели как на тренировке в оба full guard, начали же оттуда работать, навязывать свою борьбу. Борьба реально была равная. Мы навязывали то, что мы хотим, мы навязывали то, что мы любим. Сережа старался навязать работу с 50-50. Я от нее в свою же не отказывался, старался только адаптировать свои техники, свои задумки, которые были в голове, к тому, что мне предлагают, и навязывал, и верил в то, что я сделаю свой болевой до конца. Задумка на раунд в кимоно у меня как таковой нет. Мы выйдем и начнем навязывать свое. Почему не нужно ничего придумать? Просто нужно работать то, что ты уже нарабатывал. Не придумывать, навязывать постоянно и все. А сейчас, друзья, переходим ко второй части нашего вечера. Схватки в ги, кимоно. Итак, Петр Татывасян, город Запорожье. Ярослав Блажко, город Крапивницкий. Реванш 26-летнего украинского топа Ярослава Блажко против 44-летнего Петра Тативасяна. Напомню, первая схватка закончилась ущемлением ахилла от Ярослава. Что будет здесь?
Так, что будет делать в первую очередь Петр Тативасян? Он же дзюдоист. Мощный такой, амплитудный, я бы даже сказал, гард-пул от Тативасяна. Что ж, интересно, на самом деле от дзюдоиста базового я ожидал в этом раунде, по крайней мере в раунде ГИ, работу в стойке, ну, чуть больше, чем ничего, как минимум. Потому что, ну, окей, баллы ты не получаешь, но за хороший бросок, в результате хорошего броска ты можешь получить неплохую позицию. Но сейчас у Тативасяна есть закрытый гард, Ярослав Блажко, видимо, будет его раскрывать. Вот приподнимает сейчас он Тативасяна и будет отдавливать его колени вниз для того, чтобы счистить ноги и раскрыть его гард. Тативасян же в свое время тянет локти Блажко на себя, не дает ему давить этими локтями себе в ноги. Но таки, конечно, гард раскрывается, Ярославу Блажко опыта не занимать. Хотя, безусловно, многие из вас, наверное, знают, что когда в вас вцепился хороший дзюдоист, снять его с себя достаточно сложно. Но у Блажко это, тем не менее, получается. Сейчас он будет проходить гард тореадором таким вот. Тативасян неплохо защищается, понимает, конечно же, что происходит. Но прыжок пытается использовать для прохода гарда Ярослав Блажко. И отличная реакция от Тативасяна. Он легко контрит эту попытку, но продолжает забегать в сторону головы Ярослав Блажко. Я думаю, что гард он рано или поздно все-таки пройдет. Сворачивается в черепаху Тативасян, но не дает ему это особенно сделать Ярослав Блажко. Прижимает колени, и я думаю, гард сейчас все-таки будет пройден. Да, гард пройден, но тем не менее Тативасян переходит в черепаху и переворачивает своего оппонента. Великолепно, прекрасное действие, на опыте прямо сработано Петром Тативасяном. Что же будет дальше? Мастер спорта по дзюдо, между прочим, член юниорской сборной СССР по дзюдо Петр Тативасян, так что не просто вам какой-то там дядя, который получил за несколько лет в джиу-джитсу пурпурный пояс. Ярослав Блажко сейчас действует снизу, наверное, будет сразу идти на прием, переворачивать оппонента особого смысла нету, у нас здесь баллы не дают, берет захват на отвороте, ставит ноги на бедра оппонента так, как будто хочет сделать свип-ножницы, но, вероятно, будет делать что-то другое. Тативасян приподнимает свой таз от пола, хочет проходить гард на ногах, ну, либо, по крайней мере, защищаться от атак Блажко снизу на ногах хочет Петр, но Блажко очень хорошо растягивает. Центр тяжести Петра Тативасяна сейчас, можно сказать, полностью под контролем Ярослава Блажко. Делает такую достаточно медленную попытку прохода гарда Тативасян, и в позицию 50-50 выходит Ярослав Блажко. Ну что ж, видимо, будет атаковать ноги. У нас сегодня было две схватки, обе закончились болевыми на ноги, и сейчас происходит что-то очень похожее. Пока что атакует ногу Тативасян, тянет ахилл, но кажется, что особой плотности там нету, особого контроля бедра тоже нету у Тативасяна, и Блажко явно таки сдаваться в этой позиции не собирается. В то же время будет готовить свою атаку. Вот он плотно сейчас берет Блажко захват, достаточно хороший захват там есть на голени, растягивает он своего оппонента, может быть будет сдача. Нет, прием не идет, хотя, мне кажется, было очень близко. Мне кажется, сейчас Тативасяну даже пришлось потерпеть немножечко для того, чтобы не постучать от этого ахилла. Вновь забирает спину Ярослав Блажко. Это позиция, с которой он работать умеет. Мы это уже наблюдали. Один крюк есть. Сейчас будет заправлен второй. Не дает этого сделать Петр, но таки Блажко заправляет этот крюк. Да, есть бэкмаунт, есть захват от ворота, кстати, у Ярослава Блажко. Возможно, сейчас он с этим захватом как раз таки пойдет на удушающий прием. Тянет, да, тянет на себя отворот, пытается задушить Тативасяна. Ну и что, не видно с такого ракурса, что там происходит, но, кажется, сдается Петр Тативасян. Удушение отворотом проводит Ярослав Блажко. Ну что ж. Победу одержал Ярослав Блажко. Нельзя сказать, что мы не ожидали такого исхода поединка. Намного сложнее бороться, потому что больше техник, больше тактик, больше возможностей в бразильском джиу-джитсу. Поэтому как мог, так проявлял характер, боролся до последнего. Ну, опять же, получил колоссальный опыт в ГИ. В кимоно отличается борьба от без кимоно. Здесь уже есть отвороты, захваты, которыми также можно душить. Поэтому забрал спину и уже оттуда никуда не переходил, потому что был отворот, готовый уже для того, чтобы завершить схватку досрочно. Поэтому получилось, готов работать дальше. Я оцениваю своего соперника по наивысшей шкале, потому что очень тяжело было с ним работать. Двигался, пытался делать свое, но немного допустил ошибку небольшую, которой я воспользовался. И заключительная схватка вечера, друзья, это реванш. Была у нас схватка в ноги между этими борцами, теперь в кимоно. Сергей Федоров, город Крапивницкий. И Костя Шутко, Крапивницкий. Шутко против Федорова. Напомню, что первая их схватка закончилась ущемлением ахилла от Константина. А в ГИ мы ожидаем, конечно же, более красивых техник, правда?
Пока что можно однозначно сказать, что более красивым выглядит пурпурный пояс на белом кимоно, чем желтый, зелено-синий на черном. А по схватке господа вновь начинают с обоюдного гардпула. Шутко закручивает беримбола, кстати, неплохой. Сейчас может забрать спину, либо выйти на какой-то болевой на ногу. И да, смотрите, берет опять же захват на ахилл. Неплохо блокирует бедро. Там есть захват на голени, тянет Шутко. Это сдача. Победа ахиллом за 25 секунд. Во-первых, это вторая победа для Шутко за сегодняшний день. Ну, над все тем же оппонентом. А во-вторых, это, кажется, самая быстрая победа из всех на нашем турнірі. Хоч і сутичка почалася, як зазвичай, все за планом, але, на жаль, допустився прикрої помилки, як і минулого разу, і Костя відірвав мені ногу. Досвід дуже простий, треба тренуватись більше і заповнювати ці прогалини, які є в моїй роботі, в моїй боротьбі. Скажу то, что ноуги и ги – это две разные борьбы. В ноуги люди совсем по-другому подходят к борьбе, и другая идет плотность, нету этих захватов за кимоно, нет такого контроля. В ги у меня получилось самое главное, все началось так, как я и думал, то, что мы сядем вместе в пулгард, и я уже с самого начала начал работать над ногой. Я начал ее подтягивать, брать ее за штаны, подтягивать его за отворот и потихоньку выходить на то, что я хочу. И вот. Тут в ГИ сыграла роль то, что кто первый начал работу над болевым, кто первый начал работу над контролем и плотностью. И все. Что еще один этап закончился. К сожалению, одни участники проигрывают, но другие проходят дальше. Сегодня мы видели самую быструю схватку нашего проекта за 25 секунд. Константин Шутко добыл победу. Ждем следующих поединков. До встречи. К сожалению, попрощаемся сегодня с ребятами, которые, к сожалению, покидают участие в проекте. Итак, в следующем этапе сойдутся Сергей Коркач из города Крапивницкий, Андрей Щук, город Житомир, Влад Ярощук, город Харьков, Сергей Москаленко, город Кривой Рог. Удачи вам, ребята, и пускай победит сильнейший. Ну что, отборолись, не получилось, к сожалению, дальше пройти по сетке, но тем не менее хорошие схватки были. Петрух, расскажи, как ты в 44 года боролся и показал достойную борьбу против оппонента такого мирового класса. Видно было, что ты очень серьезно настроен на схватку. Ну, меня впечатлило. Расскажи вообще свои ощущения и как это все происходило изнутри, так сказать. Ну, я сразу знал, что как бы технических навыков у меня не будет хватать по сравнению с Ярославом. Поэтому выходил чисто на силе духа, на характере. Да, это было видно. Не сдаваться при любых обстоятельствах, идти до конца. Поэтому так и произошла эта схватка, как бы. Получил тоже огромное удовольствие, большой опыт. Очень понравилось бороться с таким оппонентом. Да, было видно действительно, и как ты настраивался на встречу, и вот формат этой схватки, да, что ты грамотно подошел, экономил силы, там, знаешь, не взорвался на первых секундах, чтобы... то есть я, скорее всего, думаю, Ярослав планировал, что ты будешь взрываться и подождать, пока ты там устанешь. И... Да, желание было, конечно. Да, потому что у него, как мы знаем, такой всегда подход на любых соревнованиях, то есть он всегда работает как бы больше вторым номером, то есть он ждет атак оппонентов, ждет, пока не устает, и потом начинает работать. А тут не тут-то было, да, то есть ты так плавно, и когда он тебе взял спину, ты вышел оттуда, хотя это Ярика позиция такая, можно сказать, коронная, то есть когда он заходит за спину, уже мало кто оттуда, кому удается выйти. Но, тем не менее, вот, ну, это благодаря именно настрою, да, и духу. Да.
Это только внутренний настрой, сила духа, только это помогает. Да, Всегда ребята, надо знать, что надежда умирает последней, поэтому до конца, пока полностью не выключишься, надо бороться. спасибо тебе огромное за это. Это было для нас всех очень важно и для тех, кто будет смотреть. И думаю, ты замотивируешь многих. Сергей, как у тебя вообще ощущения после твоих схваток? Я смотрел, что ты был психологически немного не настроен на свои схватки. Ну, по крайней мере, на вторую точно. Вот на первую ты зашел так смело, что в первые пару секунд ты сделал, ну, почти доделал болевой, но чего-то тебе не хватило внутреннего. Как ты вообще расценишь свои силы, свои возможности на этих соревнованиях? Ну, возможности были все, чтобы выиграть. Считал себя слабее. Может, да, психологически немного не настроился. Допустил ряд ошибок, разбрасывал ноги, поэтому мне их и отодрали. Разбрасывал длинные ноги, да? Да. Ну, вообще формат соревнований, как тебе вот такой формат? Без баллов, без каких-то лишних движений тебе нужно сделать болевой. Вот Это в таком формате. очень интересно, потому что зачастую мы тренируемся, когда в зале, то мы работаем правилам IBJJF, да, и очень много роляют баллы, но тут приходилось перестраиваться. Это очень интересный формат, потому что реально честно, то есть ты должен сделать болевой, соперник сдался, ты победил. В плане того, что это более честное, скажем так, соревнование. То есть, Меньше возможностей манипуляций. Да, это точно. Да, потому что зачастую так бывает, что на соревнованиях, IBJJF и так далее, может быть какая-то присутствовать ошибка рефери, еще что-то, или же какая-то предвзятость. В частности, когда борются бразильцы и бразилец рефери, то зачастую бывает, что у него есть какие-то определенные предвзятости, то здесь практически невозможно, конечно, что-то как-то помочь, как-то какую-то помощь оказать со стороны рефери. Да. Вторая схватка, мне показалось, ты выходил полностью раздавленным почему-то, потому что в течение нескольких секунд Константин сделал тебе, до минуты сделал тебе сразу болевой. Или это сказалась какая-то, может быть, старая травма, может, в предыдущей схватке у тебя остались какие-то болевые? Он просто в предыдущей схватке мне 2 раза вышел на одну и ту же самую ногу. Первый раз мы начали выкатываться, и я получил как микроповреждение такое. И потом судья нас вернул, мы выкатились за ковер, начали бороться, он вышел 2-й раз, сделал мне ногу. И потом уже, когда во второй схватке мы боролись, он взял ту же самую ногу, и я уже не мог. Мне показалось, что он стратегически был на это готов. Он видел, что у тебя нога уже была, знаешь, можно сказать, подломлена, и ты на нее психологически был не готов. Если на нее будут выходить, ты в любом случае будешь уже стучать. Да, так и есть. Он видел, ты видел, что он именно охотится уже на ноги? Я видел, да, то есть он с самого начала схваток охотился. Почему тогда у тебя не получилось их прятать? Понятно, что раскидываешь. Да, проблема в том, что я их не прятал, да, вот и все, что я давал возможность. Ты считаешь, что в принципе можно было стратегически по-другому подойти к схваткам? Стратегически нет, нужно на тренировках было этого. То есть я изначально просто на тренировках мало внимания этому уделял, и поэтому на соревнованиях это вылилось так, что я их начал разбрасывать ноги. И тогда, то есть в принципе, на тренировке я борюсь, да, допустим, просто мало времени этому уделял, то есть не расценивал это, что это так опасно, не знаю, и поэтому это вылилось и в соревнования. Ясно, хорошо, ребята, не расстраивайтесь в спорте, как говорится, да, кто-то выигрывает, кто-то побеждает, но старайтесь в следующий раз выиграть. Что, нормально отборолись, ребят? Начнем с Ярика. Вчера 2 схватки, у тебя 2 сабмишна, смотрел встречи. Оппонент у тебя был, что интересно, как правило, на турнирах ты встречаешься с ребятами моложе тебя, здесь был старше, более опытный. Как мне показалось, не успел ты перестроиться, то есть начал работать на баллы вначале. Да, то есть не было у тебя этих агрессивных атак на сабмишины, хотя я знаю, ты хорошо делаешь ноги, но тем не менее, только к середине схватки ты вспомнил, что, здесь же баллов нету.
Было такой момент? Ну, конечно, если ты все время выступаешь и акцентируешь внимание на баллах, на преимуществах, то ежесекундно переключиться трудновато, то есть, но при этом постарался, забрал сначала спину, соперник очень хорошо защищался, понял, что буду тратить много сил, если буду завершать, и перешел на другое, постарался поработать на ноги. Вторая встреча мне показалась вот прям такой же сценарий, как бы ты сначала, то есть к середине схватки только понял, да, что вот надо работать на сабмишн, не искать возможность свипа или еще чего-то, а все-таки идти на сабмишн. Да. Но я думаю, уже к следующим схваткам я уже буду работать именно по тем правилам, которые у нас здесь. Константин, как тебе вообще эти схваточки, которые получились? Да, ну это было очень круто, было очень... Я очень хорошо себя чувствовал, мне нравятся правила, которые здесь есть, submission only, потому что мне не нужно беспокоиться про баллы, мне не нужно беспокоиться про позицию, мне нужно искать болевой, работать над этим, подготавливать, идти, ну и при этом не забывать то, что мне тоже могут что-то сделать. Как тебе начало схватки? Мне показалось, что Сергей тебе вышел на колено так плотно, что аж нога ушла дугой. Как ты вообще воспринял дерзость твоего оппонента? Сергей вышел на колено, он вышел не до конца на колено, у меня колено уже вышло, он уже тянул мою голень. Он плотно сжал ногами, он плотно начал тянуть на себя, но уже колена там не было. Я уже работал над тем, чтобы достать полностью ногу и работать над позицией, занимать доминирующую позицию и самому делать болевой. Ты уже ощущал, получается, доминацию в свою сторону, да? Да. Ну а как тебе вообще по правилам? Хорошо они заходят тебе сейчас? Да. Сейчас мне хорошо они подходят, мне нравится. Мне кажется, что твой соперник был немного не уверен в себе, у него и вот атаки не завершал с тем же коленом, как бы вот это ощущалось, что ты психологически где-то у тебя было преимущество, мне кажется, в настрое. Может быть, потому что сравнить то, как Сергей работает на тренировках, как он работал в кстати, схватке, интересный факт, то, что вы тренируетесь вместе, Да, и так получилось, да, что по жеребьевке вы с одного города, с одного клуба и попали. Да, так получилось еще Как весело. вот интересно действительно вот это разобрать, вот ты с ним в принципе ежедневно на протяжении последних полгода встречался вот в тренировочных схватках. Какая вот разница, когда вы вышли сюда? Вот, что ты почувствовал? Разница была в его вере в завершение данных действий. Например, у нас было положение, когда он заходил в Black Drag, он выходил сверху и начал меня давить. Если бы это было как в зале, он бы продолжал бы, давил и, может быть, даже и прошел. Здесь он начал давить, почувствовал то, что у него не получается, и ушел назад, дал мне восстановить позицию и работать по-другому. Вот. Психологический настрой играет свою роль в том плане, то, что если ты хорошо психологически настроен, значит, ты веришь в свои движения и работаешь до конца. Давишь, навязываешь, и у тебя все это в итоге и получается. Тут у него было какой-то рассинхрон в мыслях. Он, кажется, верил в то, что он делал, но и одновременно давал, как сказать, заднюю. Он не до конца шел. Он начинал хорошее движение и уходил назад. Вот интересно всех послушать, Ярик, что ты скажешь тоже, вот ты же знаешь, как и Сергей борется, и насколько я знаю, ты его даже привел на тренировки в свое время. Вот как ты считаешь, вот эта вот разница, она заметна была? Ну да, вот по поводу тренировок, которые мы там дома тренируемся, здесь, и, то есть вот и снова мы говорим о том, что главную роль играет уверенность. То есть если там на тренировке никто не видит и они работают на 100%, то есть не боясь там зрителей, еще камер, то здесь уже все по-другому, и здесь побеждает тот, кто больше подготовится, тот, кто будет больше уверен в своей победе. То есть в этом случае Костя оказался более устойчив к внешним факторам. Серега, а ты что думаешь по этому поводу? Мне кажется, Сергей Федоров немножко психологически подсел, подгорел. И в тренировочных схватках Сергей Федоров вообще по-другому борется, более уверен в себе. С ним достаточно тяжело бороться, он тяжелее, он старше и выше даже, и длинные конечности у него. С этим как раз и тяжело, с этим встречается проблема. Борьба Константина Шутко с Сергеем Федоровым была очень интересна посмотреть. Быстро было сделано болевое на хил, на ногу в борьбе в кимоно. Было очень интересно, очень зрелищно. Вот, кстати, по поводу этой схватки, да, мне кажется, что Сергей уже выходил ее, в принципе, проигрывать. Мне тоже так кажется. Сергей Федоров в первой схватке без кимоно уже проиграл, и он подсел полностью психологически. Он уже увидел, что Константин Шутков был. Я просто сидел здесь сбоку, и мне даже видно было, что там, когда он только взял захват, Сергей уже простучал. Это, кстати, была та же нога, может быть, у него там была уже проблема, она болела?
Да, после этого мы разговаривали, то она уже, то есть чувствовалась дискомфорт. Но все равно, как ты считаешь, если ты настроен на победу, стоит обращать внимание на эту боль в ноге? Все потом вспоминается через день. Но все равно во время схватки у тебя болит, стоит ли на это обращать внимание? Нет, я же говорю, что во время того, как схватка идет, то есть на адреналине ты вообще не чувствуешь, что там у тебя болит, и оно только может сказаться, там, я же говорю, на следующий день. Ярик, во второй встрече так вначале залетел, до такой ошибки допустил, залетел в закрытый гард. Как это получилось? То есть мы знаем, что по этим правилам закрытый гард — это очень выгодная позиция для нижнего. Допустил ошибку, сначала тоже хотел садиться, Петя сел первым. И я Мне кажется, он более агрессивно начал. Не выставил колено, то есть вперед не выставил, из-за этого залетел в закрытый гард, да, поэтому пришлось выбираться. Ну и мне кажется, вот вторую встречу он прям так более агрессивно начал и хотел все-таки. Петя молодец, и отлично отработал, было очень сложно с ним бороться, поэтому... Серег, ты прошел немножко раньше, в 1/8, чем ребята. С кем из них ты хотел бы встретиться и как ты планируешь его завершить досрочно? Будет интересно побороться с ними обоими, и с Константином Шутко, и с Ярославом Блажко. Это уже решит жеребьевка, с кем я буду бороться. Ну, удачи им. Удачи им, да. И удачи тебе, да? Шансы у них минимальные, но удача им пригодится. Да. Ну все, удачи вам тогда. Спасибо. Далее в Львах ТМС. Еще до поединка Влад Ярощук грозится отправить домой Сергея Москаленко. Серег, поезжай домой, пока еще можешь. Хотя последний не особо переживает, перепутав даже имя своего соперника. Ярослава я уже побеждал, как я уже сказал ранее. В другой схватке Андрей Щук и Сергей Коркач оставили на потом громкие заявления, решив выяснить сильнейшего на ковре. Львы ТМС. Украинский прайд.